Третий день путешествия, возможно, будет еще более захватывающим, чем вчера. Сегодня мы посетим несколько пляжей, включая бриллиантовый пляж, заберемся на гору, чтобы посмотреть еще один водопад, а уже в конце дня подрейфуем среди айсбергов и попробуем подобраться как можно ближе к леднику с воды. Поехали! Первая остановка – это пляж Рейнисфьяра. Этот пляж знаменит на весь мир своим черным песком. По сути, весь Исландский остров образован из вулканической лавы, которая в течение миллионов лет извергалась из многочисленных вулканов. В этом районе черная лава попала в своеобразный природный миксер. Морские волны безжалостно разбивали ее об скалы, превращая огромные куски лавы в мелкий песок. Прямо на пляже, около одной из скал, также стоят базальтовые шестигранные колонны Рейнисдрангаар. При первом взгляде на них кажется, что они точно дело рук человека, однако это не так. Колонна Рейнисдрангаар – это природное образование. Следующая остановка на нашем пути – это поход к водопаду Свартифос, что в переводе с исландского означает «черный водопад». Нужно заметить, что практически у всех значимых достопримечательностей на нашем пути построены парковки, а также организуются кемпинги для остановки на ночлег. До самого водопада около 3 километров в гору. Это будет наш обратный путь, по другой стороне реки, вверх по склону. Водопад сам по себе небольшой, однако что притягивает сюда туристов, это необычные шестигранные колонны черной лавы. Эти колонны были созданы внутри лавового потока, который охлаждался очень медленно, что и привело его к кристаллизации. Научное название этого геологического образования – столбчатая отдельность. Чаще всего столбы имеют 5 или 6 граней, хотя в принципе их количество может колебаться от 3 до 7. Только совсем недавно ученые смогли экспериментально воссоздать процессы формирования таких колонн. Аналогично известные лавовые образования можно увидеть на севере Ирландии, в месте под названием Дорога гигантов, а также на мысе Столбчатый в России. Следующая остановка – Jökulsárlón. Все останавливаются здесь, чтобы увидеть лагуну, где айсберги, отделяясь от ледника, медленно плывут перед вами к морю. Здесь также находится длинный черный песчаный пляж, на котором часто застревают айсберги. Обычно их прибивает приливом. Здесь можно найти айсберги многих цветов – белый, голубой, ярко-синий или даже черный. Чувствуется отличный контраст между айсбергами и черным песком пляжа. Поэтому этот пляж и называют бриллиантовым. А сейчас нас ждет тур в самое сердце ледниковой лагуны Jökulsárlón на лодке. Облик этой части острова в большей степени сформирован ледником Vatnajökull. Это самый большой ледник Исландии, его площадь 7700 квадратных километров. С горной системы
накрытой ледовой шапкой, во все стороны спускаются языки ледников, образуя разливы рек. Один из таких ледников и продавил ледниковую лагуну. Случилось это по геологическим меркам совсем недавно, в 30-х годах прошлого века. Сначала ледник обрывался прямо в океан, однако в прошлом веке, под влиянием всеобщего потепления, ледник стал отступать. Там, где прежде лежали огромные залежи льда, земля продавилась и заполнилась водой. Образовалась лагуна глубиной примерно 200-300 метров. Сейчас лагуна находится в 1,5 километрах от океанского берега и занимает площадь около 18 километров квадратных. Это второй по глубине водный объект Исландии с глубиной до 200 метров. Площадь лагуны увеличилась в 4 раза с 1970 года. Судя по тому, с какой скоростью ледник отступает, а лагуна формируется, можно утверждать, что в ближайшем будущем здесь образуется фьорд. Узкий, извилистый и глубоко врезающийся в сушу морской залив со скалистыми берегами. Зимой лагуна замерзает, и по ней можно ездить на снегоходах и даже на автомобилях. Именно в этой лагуне снимали такие фильмы, как «Бэтмен. Начало» и фильм про Джеймса Бонда «Умри, но не сейчас». Как сказал наш гид, по крайней мере 4 Астон Мартина утонуло при съемках сцены погони. Исландия означает «земля льда», но с каждым годом местность все меньше соответствует этому названию. Например, в августе 2019 года ледник Окьёкуль официально утратил статус ледника. Площадь соседних ледников также уменьшается, а через 200 лет ожидается полное размораживание острова.